Урок 1. Основы путешествий. Привет, Анна. Я планирую поездку, и мне нужен совет, что взять с собой. Я слышала, что важно взять с собой удобную обувь для ходьбы, универсальный гардероб и карту. Что скажешь? Привет, Джон. Отличное начало. Для успешного путешествия крайне важно упаковать все необходимое. Давайте подробно обсудим каждый предмет. Конечно, начнем с удобной обуви для ходьбы. Почему они так важны? Что ж, удобная обувь для ходьбы очень важна, потому что вы, вероятно, будете много исследовать и осматривать достопримечательности. Они обеспечивают поддержку и предотвращают дискомфорт или Понимаю. травмы. При выборе обуви для ходьбы важно отдавать предпочтение комфорту. А как насчет универсального гардероба? Зачем это нужно? Универсальный гардероб позволяет сочетать разные предметы одежды, создавая разные наряды из меньшего количества предметов. Это поможет сэкономить место в багаже и предоставит вам больше возможностей во время поездки. В этом есть смысл. Я обязательно возьму с собой одежду, которую можно легко комбинировать и сочетать друг с другом. А как же карта? Она все еще необходима в наш цифровой век. Совершенно верно. Хотя цифровые карты удобны, физическая карта все же полезна. Она обеспечивает более широкий обзор местности, не требует времени автономной работы и может быть удобна в местах с ограниченным доступом в интернет. Я об этом не думала. Я позабочусь о том, чтобы у меня была физическая карта в качестве резервной копии. Какие еще предметы первой необходимости вы бы порекомендовали для поездки? Помимо предметов первой необходимости, о которых мы говорили, важно взять с собой туалетные принадлежности, дорожные вещи, необходимые лекарства и несколько дополнительных комплектов одежды на случай чрезвычайных или непредвиденных ситуаций. Хорошие замечания. Перед поездкой я составлю контрольный список всех необходимых вещей и позабочусь о том, чтобы у меня было все необходимое. Есть ли у вас другие предложения? Да, всегда полезно изучить погоду и местные обычаи места назначения. Это поможет вам правильно упаковать вещи и уважать местную культуру. Это ценный совет. Заранее я проведу небольшое исследование, чтобы убедиться, что я готова к погоде и могу правильно одеться. Спасибо за совет. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Не забудьте взять с собой легкую упаковку, соблюдайте любые ограничения на поездки и наслаждайтесь поездкой в полной мере. Я ценю ваше руководство. Я учту все ваши предложения и желаю вам приятного путешествия. Еще раз спасибо за помощь. Мне очень приятно. Прекрасно проведите время и создайте незабываемые воспоминания. Если у вас есть еще вопросы или вам нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь задавать их. Счастливого путешествия! Спасибо. Я обязательно свяжусь с вами, если мне понадобится дополнительная информация. Берегите себя и поговорите с вами в ближайшее время. Урок 2. Качественный сон. Привет, Анна. В последнее время у меня проблемы со сном. Мне очень нужен хороший ночной сон. Есть предложение. Привет, Джон. Я понимаю важность качественного сна. Давайте рассмотрим несколько стратегий, которые помогут вам получить необходимый отдых. Это было бы замечательно. Что я могу сделать, чтобы улучшить качество сна? Во-первых, составьте последовательный график сна.
Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже по выходным. Это помогает регулировать внутренние часы организма. Понимаю. Когда дело касается сна, главное – постоянство. Что еще я могу сделать? Создайте расслабляющий распорядок дня перед сном. Занимайтесь делами, которые помогут вам расслабиться, например, читайте книгу, принимайте теплую ванну или слушайте успокаивающую музыку. Избегайте экранов перед сном, так как они могут нарушить Звучит как сон. хорошая идея. По вечерам я буду проводить время перед сном, чтобы подготовить разум и тело ко сну. Есть ли другие предложения? Убедитесь, что среда сна способствует отдыху. В спальне должно быть прохладно, темно и тихо. При необходимости рассмотрите возможность использования берушей, маски для глаз или шумоподавителей. Комфортная среда для сна имеет решающее значение. Я внесу необходимые изменения в свою спальню, чтобы создать идеальные условия для сна. Есть ли изменения в образе жизни, которые могут улучшить сон? Да, важно уделять приоритетное внимание физической активности в течение дня. Регулярные физические упражнения могут способствовать улучшению сна. Однако избегайте интенсивных физических упражнений перед сном, так как это может Я стимулировать. обязательно включу физические упражнения в свой распорядок дня, но при этом буду следить за временем, чтобы не мешать сну. Как насчет кофеина и приема пищи? Ограничьте потребление кофеина, особенно днем и вечером. Это может помешать заснуть. Кроме того, избегайте тяжелых и острых или кислых блюд перед сном, так как они могут вызвать дискомфорт. Я буду внимательнее относиться к употреблению кофеина и выбору блюд, особенно вечером. Перед сном важно дать организму достаточно времени для переваривания пищи. Что еще мне следует рассмотреть? Да, контролируйте уровень стресса перед сном. Применяйте техники релаксации, такие как глубокое дыхание, медитация или легкая растяжка. Это помогает успокоить ум и подготовиться ко сну. Управление стрессом имеет решающее значение для хорошего сна. Я буду изучать различные методы релаксации, чтобы найти то, что мне больше подходит. Спасибо за совет. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Не забудьте создать комфортные условия для сна, установить режим отхода ко сну и уделить приоритетное внимание отдыху. Желаю вам спокойных ночей и освежающего утра. Я ценю ваше руководство. Я воплощу эти стратегии в жизнь и сделаю сон своим приоритетом. Я с нетерпением жду возможности хорошо отдохнуть и восстановить силы. Еще раз спасибо за вашу помощь. Мне очень приятно. Заботьтесь о себе и наслаждайтесь преимуществами качественного сна. Если у вас есть еще вопросы или вам нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь задавать их. Спите спокойно. Спасибо. Я обязательно свяжусь с вами, если мне понадобится дополнительная информация. Берегите себя и поговорите с вами в ближайшее время. Урок 3. Рецензирование материала. Привет, Анна. Я просмотрел материал, которым ты поделился. Это довольно информативно. Спасибо за предоставленную информацию. Привет, Джон. Я рада, что материал оказался для вас полезным. Удалось ли вам его тщательно изучить? Да, я внимательно все изучил. Нужно усвоить много ценной информации. Приятно это слышать.
Вы сталкивались с какими-либо конкретными концепциями или идеями, которые вам понравились? Абсолютно. Особенно интересным мне показался раздел, посвященный эффективным коммуникационным стратегиям. В нем подчеркивалась важность активного слушания и четкого выражения мнений. Активное слушание и четкое выражение действительно важны для эффективной коммуникации. Нашли ли вы какие-либо советы или приемы, которые можно применить к своему стилю общения? Да, в материале подчеркивалось значение невербальных сигналов, таких как поддержание зрительного контакта и использование соответствующего языка тела. Я поняла, что могу стать лучше в этих областях. Отличное замечание. Невербальные сигналы играют важную роль в общении. Зная о них, вы можете улучшить общую доставку сообщений. Определенно. Меня также заинтриговал раздел, посвященный методам убеждения. В нем были представлены некоторые практические стратегии воздействия на других посредством общения. Методы убеждения могут стать мощным инструментом, если использовать их этично и ответственно. Нашли ли вы какие-либо конкретные методы, которые привлекли ваше внимание? Да, в материале обсуждалась важность укрепления доверия, пробуждения эмоций и предоставления веских доказательств в поддержку аргументов. Это помогло мне глубже понять, что такое убедительная коммуникация. Это действительно важные элементы убедительной коммуникации. Овладение ими поможет вам более эффективно донести свои идеи. Затрагивались ли в материале другие интересные темы? В нем также была затронута важность учета культурных особенностей в коммуникациях. Она подчеркнула необходимость уважения и понимания различных культурных перспектив. Чувствительность к культурным особенностям жизненно важна в нашем все более разнообразном мире. Очень важно помнить о культурных различиях и соответствующим образом адаптировать наше общение. Нашли ли вы какие-либо конкретные предложения по развитию культурного чуткого Да, в отношения? материале предлагалось попытаться понять различные культурные нормы, быть готовыми учиться у других и избегать предположений или стереотипов. В нем были изложены практические шаги по поощрению культурного взаимопонимания. Это отличные предложения. Охват культурного разнообразия обогащает наш коммуникационный опыт. Замечательно, что материал затронул этот важный аспект. Совершенно верно. В целом материал показался мне исчерпывающим и интересным. В нем рассматривались различные аспекты коммуникации, которые важны для личного и профессионального развития. Рада это слышать. Важно постоянно развивать наши коммуникативные навыки. Если у вас есть дополнительные вопросы или вы хотите обсудить конкретные темы более подробно, не стесняйтесь обращаться к нам. Спасибо. Я ценю твою готовность помочь. Возможно, позже у меня возникнут вопросы. Я обязательно свяжусь с вами. Еще раз спасибо за то, что поделились со мной этим материалом. Добро пожаловать! Я всегда здесь, чтобы помочь вам. Потратьте время на обработку информации и не стесняйтесь спрашивать, нужны ли вам какие-либо разъяснения. Счастливого обучения! Я так и сделаю. Спасибо. Я постараюсь максимально использовать материал и постараюсь улучшить свои коммуникативные навыки. Скоро с вами поговорю. Звучит отлично. Удачи в вашем учебном путешествии. Я с нетерпением жду нашей следующей беседы. Береги себя. Ты тоже. Береги себя и хорошего дня.
Урок 4. Расширение рынка. Привет, Анна. Я анализировала рыночные данные и верю, что наше расширение рынка будет успешным. Привет, Джон. Приятно это слышать. Я также изучал тенденции рынка и рад, что мы пришли к единому мнению. Давайте обсудим нашу стратегию. Совершенно верно. Для начала мы должны определить нашу целевую аудиторию. С какими потенциальными клиентами мы хотим связаться? Это очень важный шаг. Нам необходимо определить целевую аудиторию на основе демографических данных, интересов и потребностей. Это поможет нам эффективно адаптировать маркетинговые усилия. Именно так. Определившись с целевой аудиторией, мы сможем разработать выгодное ценностное предложение. Какие уникальные преимущества наш продукт предоставит клиентам? Хорошие замечания. Наше ценностное предложение должно четко отражать преимущества нашего продукта, такие как экономия средств, удобство или превосходное качество. Это будет отличать нас от конкурентов. Согласовано. Далее мы должны определить наиболее эффективные маркетинговые каналы для охвата нашей целевой аудитории. Какие платформы или среды позволят нам подключиться к ним? Это очень важно для успешного расширения рынка. Нам необходимо выяснить, какие каналы чаще всего использует наша целевая аудитория: социальные сети, онлайн-реклама или традиционные СМИ. Совершенно верно. Нам также следует рассмотреть возможность партнерства и сотрудничества с влиятельными лицами или смежными компаниями. Их поддержка может повысить узнаваемость и авторитет нашего бренда. Сотрудничество действительно может расширить наш охват. Взаимодействие с влиятельными лицами или создание стратегических альянсов могут помочь нам выйти на новые сегменты клиентов и расширить свою долю на рынке. Я рад, что вы видите ценность сотрудничества. Теперь давайте обсудим важность отзывов клиентов и постоянного совершенствования. Как собрать обратную связь и внести необходимые коррективы? Отзывы клиентов жизненно важны для совершенствования наших предложений. Мы можем использовать опросы, отзывы клиентов и мониторинг социальных сетей для сбора информации. Затем мы сможем проанализировать отзывы и внедрить улучшения. Совершенно верно. Прислушиваясь к потребностям наших клиентов и решая их проблемы, мы можем постоянно улучшать наши продукты и услуги. Это укрепит наши позиции на рынке. Непрерывное совершенствование – ключ к сохранению конкурентоспособности. Это свидетельствует о нашем стремлении приносить пользу и оправдывать растущие ожидания клиентов. Определенно. Наконец, мы должны отслеживать и оценивать наши усилия по расширению рынка. Какие ключевые показатели эффективности мы должны отслеживать, чтобы оценить наш прогресс? Ключевые показатели эффективности, KPI, могут различаться в зависимости от наших целей. Мы можем отслеживать такие показатели, как рост продаж, коэффициент привлечения клиентов и долю рынка, чтобы оценить наш успех. В этом есть смысл. Регулярно отслеживая наши ключевые показатели эффективности, мы можем выявлять области улучшения и принимать решения на основе данных для оптимизации стратегии расширения рынка. Точно. Непрерывный мониторинг и анализ позволят нам адаптировать и усовершенствовать наш подход по мере необходимости. Это позволяет нам оставаться гибкими в условиях динамичного рынка. Я рад, что мы согласовали нашу стратегию расширения рынка. Я верю, что благодаря тщательному планированию, эффективной коммуникации и ориентированному на клиента подходу мы сможем добиться большого успеха.
Я разделяю ваш оптимизм. Я уверен, что благодаря нашим совместным усилиям и хорошо реализованной стратегии мы сможем воспользоваться новыми рыночными возможностями. Давайте воплотим это в жизнь. Совершенно верно. Вместе мы сможем завоевать новые рынки и обеспечить рост нашего бизнеса. Я в восторге от этих возможностей. Давайте начнем. Большой энтузиазм. Давайте углубимся и сделаем расширение нашего рынка ошеломляющим успехом. Я с нетерпением жду наших следующих шагов. Удачи! Спасибо. Я ценю вашу поддержку. Давайте будем поддерживать связь и информировать друг друга о наших успехах. Скоро мы с вами свяжемся. Урок 5. Разделение стоимости проезда на такси. Привет, Анна. Я только что поняла, что забыла кошелек дома. Можете ли вы оплатить такси? Привет, Джон. Нет проблем. Я могу оплатить стоимость проезда на такси. Позже мы можем разделить ее на части. Сколько стоит проезд? Спасибо, стоимость проезда составляет $25. Я ценю твою помощь. Добро пожаловать. Я сейчас за это заплачу. Мы можем выплатить сумму позже. В такие времена важно помогать друг другу. Я согласен. Здорово иметь кого-то, на кого можно положиться. Я обязательно верну вам деньги, как только мы вернемся. Это очень любезно с вашей стороны. Между нами царит хорошее взаимопонимание и доверие. Это очень важно в любой дружбе или партнерстве. Совершенно верно. Доверие – основа крепких отношений. Это позволяет нам полагаться друг на друга и вместе преодолевать сложные ситуации. Не могу не согласиться с этим. Также важно открыто общаться и оперативно решать любые финансовые вопросы. Таким образом, мы сохраняем прозрачность и избегаем недоразумений. Вы правы. Четкая коммуникация имеет ключевое значение, особенно когда речь идет о финансовых транзакциях. Это помогает нам поддерживать здоровые и сбалансированные отношения. В самом деле, давайте вспомним стоимость проезда на такси, и мы сможем договориться об этом позже. В общем, это небольшое неудобство. Совершенно верно. Я ценю ваше понимание. Приятно осознавать, что мы можем без проблем справляться с непредвиденными ситуациями. Совсем без проблем. Жизнь полна сюрпризов, и гибкость и способность адаптироваться – ценная черта. Мы легко справимся с этой ситуацией. Я рада, что мы пришли к единому мнению. Еще раз спасибо за оплату проезда на такси. Я позабочусь о том, чтобы вернуть вам деньги как можно скорее. Добро пожаловать. Надеюсь, вы об этом позаботитесь. Мы – команда, и все дело в том, чтобы поддерживать друг друга в случае необходимости. Определенно. Я ценю наше партнерство и дружбу. Мы можем справиться с любым вызовом, который возникнет на нашем пути. Я позабочусь о том, чтобы как можно скорее выплатить сумму. Я ценю вашу надежность. Приятно работать и сотрудничать с таким человеком, как ты. Давайте продолжим поддерживать друг друга и добиваться больших успехов вместе. Точно так же. Наша синергия – это то, что делает нас сильными. Я с нетерпением жду наших будущих начинаний. Еще раз спасибо за понимание и поддержку. Совсем без проблем.
Мы поддерживаем друг друга. Давайте продолжим двигаться вперед и покорять новые высоты. Скоро с вами пообщаемся. Совершенно верно. Впереди захватывающие времена. Давайте останемся на связи и сохраним динамику. Берегите себя и поговорите с вами в ближайшее время. Урок 6. Привычки к здоровому завтраку. Привет, Анна. Я только что вкусно и питательно позавтракал. Приятно начинать день на позитивной ноте. Привет, Джон. Это просто фантастика. Завтрак действительно важный прием пищи. Что вы ели? Я съел миску овсянки со свежими фруктами и йогуртом. Это было идеальное сочетание вкуса и питательных веществ. Звучит восхитительно. Овсяная каша – отличный выбор для здорового завтрака. Она дает энергию и дольше сохраняет чувство сытости. Совершенно верно. Это отличный источник сложных углеводов и клетчатки. Кроме того, фрукты добавили освежающую нотку сладости. Я рада, что вы включили фрукты. Они богаты витаминами и антиоксидантами, необходимыми для укрепления иммунной системы и общего самочувствия. Определенно. Я стараюсь по возможности добавлять фрукты в свои блюда. Это простой способ увеличить потребление питательных веществ. Это умная привычка. Соблюдаете ли вы определенную диету или режим питания, или сосредотачиваетесь на сбалансированном и полезном питании? Я отдаю предпочтение сбалансированному питанию. Я стараюсь употреблять в пищу различные группы продуктов – белки, цельное зерно, фрукты, овощи, чтобы обеспечить себя всеми необходимыми питательными веществами. Это мудрый подход. Разнообразие – ключ к полноценной диете. Оно гарантирует получение широкого спектра витаминов, минералов и макроэлементов. Совершенно верно. Я верю в то, что нужно питать свое тело полезной пищей. Это помогает мне поддерживать уровень энергии и улучшает общее состояние здоровья. Не могу не согласиться с этим. Важно прислушиваться к своему организму и снабжать его правильными продуктами питания. Это форма заботы о себе и самоуважения. Хорошо сказано. Наше тело – наше самое ценное достояние, и забота о нем должна быть нашим главным приоритетом. Завтрак задает тон всему дню. Не могу не согласиться с этим. Эту привычку стоит развивать. Начните день с питательного завтрака, который поможет нам в течение дня принимать более здоровые решения. Именно так. Когда мы питаемся по утрам, мы с меньшей вероятностью перекусим нездоровыми закусками или переедем в дальнейшем. Это существенное преимущество. Хорошо сбалансированный завтрак может способствовать снижению веса и здоровому питанию в целом. Совершенно верно. Все дело в том, чтобы принимать небольшие позитивные решения, которые со временем становятся все более значимыми. Завтрак – один из тех вариантов, которые могут иметь большое значение. Я рада, что мы пришли к единому мнению. Давайте продолжим уделять приоритетное внимание завтраку и вдохновлять других делать то же самое. Это небольшое изменение, которое может иметь большое Определенно. влияние. Небольшие изменения влекут за собой большие преобразования. Давайте расскажем о важности здорового завтрака и дадим возможность другим самим заботиться о своем благополучии. Мне нравится твой энтузиазм. Вместе мы можем оказать положительное влияние и побудить других сделать выбор в пользу здорового образа жизни. Давайте сохраним набранный темп.
Совершенно верно. Путь к здоровому образу жизни начинается с небольших шагов. Спасибо за содержательную беседу. Давайте продолжим наше стремление к благополучию. Спасибо и вам. Я ценю наши содержательные обсуждения. Давайте останемся на связи и продолжим поддерживать друг друга в этом путешествии. Берегите себя. Ты тоже. Берегите себя и желаю вам отличного дня. Урок 7. Путешествие на автобусах. Привет, Анна. Вы когда-нибудь рассматривали возможность использования автобусов в качестве альтернативного вида транспорта? Они могут быть хорошим вариантом, особенно если вы хотите исследовать определенные районы. Привет, Джон. Совершенно верно. Автобусы могут быть удобным и экономичным способом передвижения. Они обеспечивают гибкость и возможность открывать для себя новые места. Верно. Автобусы часто имеют обширные маршруты, что позволяет нам добираться до мест назначения, куда другим видам транспорта может быть нелегко добраться. Я полностью согласен. Они предоставляют прекрасную возможность исследовать разные районы и погрузиться в местную культуру. Определенно. Поездка на автобусе тоже может быть приключением сама по себе. Мы можем взглянуть на город с другой точки зрения и увидеть повседневную жизнь его жителей. Это увлекательно. Автобусы доставят нас в отдаленные от проторенных дорог места, давая нам возможность открыть для себя скрытые сокровища и познакомиться с аутентичной местной атмосферой. Совершенно верно. Кроме того, использование общественного транспорта, такого как автобусы, более экологично и экологично по сравнению с личным транспортом. Это важный момент. Выбирая автобусы, мы способствуем уменьшению пробок на дорогах и сокращению выбросов углекислого газа. Точно. Это небольшой шаг к более экологичному и устойчивому будущему. И еще один бонус в том, что мы можем сэкономить на топливе и оплате парковки. Не могу не согласиться с этим. Автобусы могут быть выгодными для всех. Они полезны как для окружающей среды, так и для наших кошельков. Именно так. Все дело в том, чтобы делать осознанный выбор, соответствующий нашим ценностям и оказывающий положительное влияние на окружающую среду. Мне нравится твоя точка зрения. Путешествие на автобусах не только расширяет наши горизонты, но и позволяет нам изменить жизнь наших сообществ к лучшему. Спасибо. Для меня важно жить в гармонии с окружающей средой и принимать решения, способствующие всеобщему благу. Я восхищаюсь твоей преданностью делу. Давайте посоветуем другим рассмотреть возможность использования автобусов в качестве приемлемого варианта для удовлетворения своих транспортных потребностей. Это возможность для Совершенно приключений и верно. устойчивого Давайте развития. распространим информацию и расскажем о преимуществах автобусных путешествий. Это приглашение исследовать мир, общаться и оказывать положительное влияние. Я рада, что мы пришли к единому мнению. Вместе мы сможем повысить осведомленность и вдохновить других на использование альтернативных видов транспорта. Определенно. Все начинается с небольших бесед, которые пробуждают любопытство и способствуют переменам. Спасибо за эту содержательную дискуссию. Урок 8. Привлечение конструктивной критики. Привет, Анна. Я считаю, что конструктивная критика крайне важна для личного и командного роста. Что вы думаете по этому поводу? Привет, Джон. Я полностью согласен.
Конструктивная критика дает нам ценные отзывы, которые помогают нам совершенствоваться как в индивидуальном плане, так и в команде. Верно. Это позволяет нам определять области развития и совершенствовать наши навыки, что в конечном итоге приводит к повышению производительности. Совершенно верно. Конструктивная критика, выражаемая с уважением и сочувствием, может стать катализатором позитивных перемен и обучения. Точно. Важно относиться к критике как к возможности для роста, а не как к личной атаке. Не могу не согласиться с этим. Прислушиваясь к конструктивной критике, мы демонстрируем нашу готовность учиться и развиваться. Именно так. Чтобы принимать отзывы и использовать их в своих интересах, нужны смирение и открытость. Мне нравится твоя точка зрения. Конструктивная критика может стать мощным инструментом самосовершенствования и профессионального развития. Спасибо. Важно создать культуру, в которой обратная связь ценится и рассматривается как средство повышения наших навыков и производительности. Я восхищаюсь твоей преданностью делу. Давайте побудем других ценить и использовать конструктивную критику в своей личной и профессиональной жизни. Совершенно верно. Речь идет о развитии мышления о росте и создании среды, в которой обратная связь рассматривается как возможность, а не как неудача. Я рада, что мы пришли к единому мнению. Вместе мы можем создавать более сильные команды и поддерживать рост друг друга с помощью конструктивной критики. Определенно. Все дело в сотрудничестве и поддержке друг друга. Конструктивная критика помогает нам полностью раскрыть свой потенциал. Это расширяет возможности. Получая отзывы непредвзято, мы открываем новые возможности и стремимся к новым высотам. Точно. Конструктивная критика способствует нашему личному и профессиональному развитию, позволяя нам стать лучшими версиями самих себя. Не могу не согласиться с этим. Давайте продолжим воспринимать конструктивную критику и побуждать других поступать так же. Это путь к постоянному совершенствованию. Совершенно верно. Вместе мы сможем создать культуру, в которой ценится обратная связь и будет поощряться рост. Спасибо за эту содержательную дискуссию. Спасибо и вам. Я всегда ценю наши беседы. Давайте продолжим учиться и расти вместе. Береги себя. Ты тоже. Берегите себя и желаю вам отличного дня. Урок 9. Представляем ароматы для дома. Привет, Анна. Мне интересно узнать, где можно найти эти очаровательные ароматы для дома. Есть идеи? Привет, Джон. Конечно, позвольте мне поделиться некоторыми мыслями. Вы можете открыть для себя эти восхитительные ароматы в разных местах. Это интригует. С чего можно начать знакомство с этими ароматами? Вы можете начать с посещения специализированных парфюмерных бутиков или элитных универмагов. Они предлагают широкий выбор роскошных ароматов. Звучит как отличный вариант. А как насчет более доступных мест для людей с ограниченным бюджетом? Что ж, есть и доступные варианты. На местных рынках или онлайн-платформах часто продаются уникальные и недорогие ароматы для дома. Это приятно знать. Здорово, что есть варианты для всех, независимо от их бюджета.
Совершенно верно. Магазины товаров для дома или даже некоторые супермаркеты могут удивить вас своим выбором ароматов. Это интересно. Мне бы не пришло в голову туда заглянуть. Это показывает, что мы можем черпать вдохновение в неожиданных местах. Определенно. Изучение различных источников позволяет нам находить скрытые драгоценные камни и расширять свой обонятельный кругозор. Я согласен. Удивительно, как ароматы могут вызывать эмоции и создавать уютную атмосферу в наших домах. Совершенно верно. Ароматы способны преобразить пространство и сделать его более привлекательным и комфортным. Это правда. Удивительно, как простой аромат может так сильно повлиять на наше настроение и самочувствие. Точно. Вот почему важно выбирать ароматы, которые находят отклик у нас и создают позитивную атмосферу. Не могу не согласиться с этим. Это личные предпочтения, которые позволяют нам выразить свою индивидуальность и создать уникальную среду. Определенно. Экспериментирование с разными ароматами может быть увлекательным и творческим процессом, придающим индивидуальность нашему дому. Это замечательно. Это возможность исследовать наши чувства и создать пространство, которое действительно отражает нашу индивидуальность. Мне нравится твоя точка зрения. Давайте посоветуем другим ощутить силу ароматов для дома и сделать свое пространство поистине очаровательным. Совершенно верно. Это сенсорное путешествие, которое улучшает нашу повседневную жизнь и приносит радость в наши дома. Спасибо за эту содержательную дискуссию. Урок 10. Персонализация блюд по предварительным запросам. Привет, Анна. Когда дело доходит до еды, приятно знать, что мы можем сделать конкретные запросы заранее. Как нам это сделать? Привет, Джон. Совершенно верно. Мы стремимся учитывать индивидуальные предпочтения, поэтому просто сообщите нам свои конкретные пожелания. Это просто фантастика. Итак, если у кого-то есть диетические ограничения или аллергия, он может сообщить нам об этом заранее. Да, определенно. Заранее сообщая о любых диетических ограничениях или аллергии, мы можем обеспечить безопасное и приятное питание. Это важно. Это позволяет нам удовлетворять их потребности и предлагать подходящие альтернативы или модификации. Совершенно верно. Мы хотим, чтобы каждый чувствовал себя комфортно и доволен выбором блюд. Приятно это слышать. А как насчет особых предпочтений, таких как вегетарианские или веганские блюда? Мы обязательно предлагаем вегетарианские и веганские блюда. Нам полезно знать об этом заранее, чтобы мы могли подготовиться соответствующим образом. Это замечательно. Важно предлагать широкий выбор блюд для разных диетических предпочтений. Определенно. Мы хотим, чтобы каждый мог найти то, что ему понравится и понравится. Это вдумчиво. Принимая предварительные заказы, мы можем создать ресторан, отвечающий индивидуальным потребностям. Совершенно верно. Речь идет о том, чтобы предложить индивидуальное обслуживание и сделать каждый ужин особенным. Приятно это знать. Как заблаговременно кто-то должен сообщать нам о своих конкретных запросах.
Лучше всего сообщить нам об этом как минимум за 24 часа, чтобы у нас было достаточно времени для подготовки и обработки запросов. Это разумно. У нас достаточно времени, чтобы принять необходимые меры и обеспечить исключительные гастрономические впечатления. Точно. Мы хотим, чтобы потребности каждого были удовлетворены и чтобы у них остались незабываемые впечатления от ужина. Не могу не согласиться с этим. Проявляя инициативу и сообщая о своих пожеланиях, гости могут приготовить по-настоящему индивидуальную еду. Определенно. Все дело в создании гостеприимной и инклюзивной среды, в которой потребности каждого соблюдаются и удовлетворяются. Это замечательно. Давайте продолжим уделять приоритетное внимание предварительным заявкам и будем предлагать нашим гостям исключительные гастрономические впечатления. Совершенно верно. Это стремление к исключительному обслуживанию и обеспечению того, чтобы все остались довольны. Спасибо за эту содержательную дискуссию. Спасибо и вам. Я всегда ценю наши беседы. Давайте продолжим создавать незабываемые гастрономические впечатления. Береги себя. Урок 11. Захватывающая композиция с правилом третей. Привет, Анна. Когда дело доходит до фотографии, я слышала о правиле третей. Стоит ли нам попробовать? Привет, Джон. Совершенно верно. Правило третей – отличная техника для придания вашим композициям баланса и интереса. Звучит интригующе. Как работает правило третей? Что ж, вместо того, чтобы размещать объект прямо в центре кадра, вы делите изображение на 3 части как по горизонтали, так и по вертикали. Это интересно. Итак, где нам следует расположить объект в этих сетках? В идеале объект нужно разместить вдоль одной из пересекающихся точек или вдоль самих линий. Это очень интересно. Кажется, эта техника может создать более динамичную и визуально привлекательную композицию. Совершенно верно. Следуя правилу третей, вы сможете придать фотографиям баланс, глубину и ощущение движения. Это просто фантастика. Это простая, но мощная концепция, которая может существенно повлиять на общую композицию. Определенно. Многие фотографы следуют этому правилу, чтобы создавать убедительные и привлекательные визуальные эффекты. Приятно это знать. Есть ли другие техники композиции, которые мы могли бы изучить? Абсолютно. Существуют различные техники, такие как ведущие линии, кадрирование и симметрия, которые могут улучшить ваши композиции. Это замечательно. Очень интересно узнать об этих техниках и применить их к нашей собственной фотографии. Определенно. Эксперименты с различными техниками композиции позволяют нам расширять творческие границы и делать уникальные снимки. Это правда. Речь идет об изучении разных точек зрения и поиске собственного художественного голоса. Точно. Фотография – это форма самовыражения, а техники композиции помогают нам эффективно передать наше видение. Не могу не согласиться с этим. Давайте продолжим практиковать и совершенствовать наши композиции, используя эти захватывающие техники. Совершенно верно.
Используя эти методы в нашей фотографии, мы можем создавать визуально захватывающие изображения. Спасибо за эту содержательную дискуссию. Спасибо и вам. Мне всегда нравится наша беседа. Давайте продолжим изучать мир фотографии и оттачивать свои навыки. Береги себя. Урок 12. Упаковка вещей для путешествий. Привет, Анна. Я готовлюсь к предстоящей поездке. Есть ли у вас какие-либо советы по эффективной упаковке? Привет, Джон. Совершенно верно. Эффективная упаковка может значительно облегчить ваше путешествие. Сколько сумок вы планируете взять с собой? Мне должно хватить всего одного чемодана и ручной клади. Я хочу, чтобы в нем было легко и удобно. Это хорошая стратегия. Важно упаковывать только то, что вам нужно, чтобы избежать ненужных объемов. Определенно. Итак, что мне следует учитывать при принятии решения о том, что упаковать? Во-первых, подумайте о климате и развлечениях в пункте назначения. Возьмите с собой одежду, подходящую по погоде и универсальную для разных случаев. В этом есть смысл. Я обязательно возьму с собой одежду, подходящую для погоды и любых запланированных мною занятий. Отлично! Еще один совет. Сверните одежду, а не складывайте ее. Это экономит место и минимизирует морщины. Это полезный трюк. Я обязательно попробую, чтобы максимально освободить место в чемодане. Кроме того, учтите ограничения по весу и размеру ручной клади, установленные авиакомпанией, рейсом которой вы путешествуете. Хорошие замечания. Очень важно соблюдать рекомендации авиакомпании, чтобы избежать проблем во время регистрации или посадки на борт. Совершенно верно. И не забудьте взять с собой в ручную кладь необходимые туалетные принадлежности и все необходимые лекарства. Да, безусловно, важно, чтобы они были легкодоступны, особенно во время длительных перелетов. Я обязательно упакую их отдельно. Отлично! Наконец, не забудьте оставить в чемодане место для любых сувениров или вещей, которые вы можете приобрести во время поездки. Это разумный совет. Это обеспечивает гибкость и позволяет избежать тесноты в чемодане. Именно так. Эффективная упаковка не только облегчает путешествие, но и дает вам душевное спокойствие во время поездки. Не могу не согласиться с этим. Я ценю все эти полезные советы по упаковке. Спасибо, что поделились своим опытом. Урок 13. Организация продуктивного рабочего пространства. Привет, Анна. Я изо всех сил стараюсь сосредоточиться во время работы. Есть ли у вас предложения по созданию продуктивного рабочего пространства? Привет, Джон. Совершенно верно. Хорошо организованное рабочее пространство может значительно повысить вашу производительность. С какими конкретными проблемами вы сталкиваетесь? Меня легко отвлекают беспорядок и дезорганизованность. Сложно сосредоточиться на грязном столе. Звучит знакомо. Один совет. Создайте отдельное рабочее пространство, свободное от отвлекающих факторов. Найдите тихое место, где вы сможете сосредоточиться. Звучит полезно. Я попробую выделить конкретное место исключительно для работы, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы.
Отличная идея. Еще один совет – регулярно убирайте беспорядок на рабочем столе. Держите под рукой только самые необходимые предметы, чтобы не отвлекаться. Я вижу в этом ценность. Удаление ненужных вещей поможет мне сохранить четкое и сосредоточенное мышление. Совершенно верно. Кроме того, рассмотрите возможность использования органайзеров, таких как подносы или контейнеры, чтобы ваши принадлежности были аккуратно размещены и легко доступны. Это практическое предложение. Выделение места для разных предметов сэкономит время и предотвратит накопление мусора. В самом деле, еще одна полезная практика – установить распорядок дня. Установите определенное рабочее время и придерживайтесь его, чтобы создать ощущение структуры. Я понимаю важность последовательного распорядка дня. Это помогает наладить продуктивный рабочий ритм и предотвращает прокрастинацию. Именно так. Кроме того, убедитесь, что ваше рабочее место хорошо освещено. Естественное освещение или хорошая настольная лампа могут улучшить фокусировку и снизить нагрузку на глаза. Хорошие замечания. Надлежащее освещение имеет решающее значение для поддержания энергии и концентрации в течение дня. Наконец, подумайте о том, чтобы разместить растения в своем рабочем пространстве. Они не только добавляют нотку природы, но и создают более позитивную и успокаивающую атмосферу. Это интересное предложение. Я никогда не думала о преимуществах растений на рабочем месте. Обязательно попробую. Я рада, что вам это интересно. Растения могут улучшить общую атмосферу и создать более приятную рабочую атмосферу. Спасибо, что поделились этими ценными советами. Мне не терпится внедрить их и создать более продуктивное рабочее пространство. Урок 14. Безопасность во время эвакуации. Привет, Анна. Я слышала, что в нашем районе может быть эвакуация. Что нам следует иметь в виду, чтобы оставаться в безопасности? Привет, Джон. Безопасность очень важна во время эвакуации. Важно помнить о любых препятствиях на нашем пути. Это хорошие замечания. Нам нужно следить за любыми предметами или барьерами, которые могут помешать нашей эвакуации. Совершенно верно. Четкие дорожки обеспечивают беспрепятственный и эффективный выезд из этого района. Звучит полезно. Я постараюсь быть бдительным и по возможности устраню все препятствия. Еще один совет. Приготовьте набор для неотложной помощи с необходимыми принадлежностями, такими как вода, еда и предметы первой помощи. Это умная идея. Наличие специального аварийного комплекта гарантирует, что во время эвакуации у нас будет все необходимое. Определенно. Также важно следовать любым инструкциям или указаниям властей во время эвакуации. Да, мы должны быть в курсе событий и следовать их указаниям, чтобы обеспечить нашу безопасность и безопасность других людей. Кроме того, очень важно назначить место встречи или составить план на случай, если мы разлучимся друг с другом. Хорошая мысль. Заранее определенное место встречи помогает нам воссоединиться и отчитаться перед всеми членами нашей группы. Совершенно верно. Наконец, сохраняйте спокойствие и помогайте тем, кому может понадобиться помощь, например, пожилым людям или людям с ограниченными возможностями. Это сострадательный подход.
Поддержка друг друга в таких ситуациях необходима для благополучия каждого. Определенно. Готовясь и заботясь друг о друге, мы сможем успешно справиться с эвакуацией. Я ценю эти ценные советы. Безопасность всегда должна быть нашим главным приоритетом в любой чрезвычайной ситуации. Вы абсолютно правы. Давайте будем готовы, будем в безопасности и готовы помочь другим в случае необходимости. Мудрые слова. Спасибо, что поделились этой важной информацией. Давайте убедимся, что мы хорошо подготовлены к любым непредвиденным ситуациям. Урок 15. Переработка, бутылки, стекло или пластик. Привет, Анна. Меня интересует переработка отходов. Хорошо. А как же бутылки? Должны ли мы перерабатывать стекло или пластик? Привет, Джон. Переработка важна для экологической устойчивости. Давайте поговорим о бутылках. И стекло, и пластик имеют свои преимущества. Это интересно. В чем преимущество переработки стеклянных бутылок? Что ж, стеклянные бутылки можно перерабатывать бесконечно без потери качества. Кроме того, они не токсичны и не выделяют вредных химических веществ. Это впечатляет. Таким образом, переработка стеклянных бутылок помогает сократить количество отходов и минимизировать воздействие на окружающую среду. Совершенно верно. С другой стороны, пластиковые бутылки легкие и более энергоэффективны в транспортировке благодаря их меньшему весу. Понимаю. Таким образом, переработка пластиковых бутылок может помочь снизить выбросы углекислого газа при транспортировке. Да, все верно. Кроме того, пластиковые бутылки можно перерабатывать в различные продукты, такие как одежда, мебель и упаковочные материалы. Это очень интересно. Переработка пластиковых бутылок вносит вклад в экономику замкнутого цикла, давая им новую жизнь в различных формах. Определенно. Однако важно отметить, что не все пластиковые бутылки легко перерабатываются. Некоторые типы, например те, которые помечены цифрами 1 или 2, чаще всего подходят для переработки. Понимаю. Поэтому очень важно ознакомиться с правилами утилизации и убедиться, что мы перерабатываем правильные типы пластиковых бутылок. Совершенно верно. Соблюдение рекомендаций по утилизации помогает повысить эффективность процесса переработки. В этом есть смысл. Перерабатывая стеклянные или пластиковые бутылки, мы активно участвуем в сокращении отходов и экономии ресурсов. Совершенно верно. Очень важно по возможности выбирать альтернативы многоразовому использованию, чтобы еще больше снизить потребность в одноразовых бутылках. Отличное замечание. Используя многоразовые бутылки, мы можем свести к минимуму количество отходов и оказать положительное влияние на окружающую среду. Именно так. Небольшие меры, такие как переработка и выбор вариантов повторного использования, в совокупности имеют существенное значение. Я ценю эту содержательную дискуссию. Приятно знать, как мы можем внести свой вклад в более экологичное будущее. Добро пожаловать! Я рад, что вас это вдохновило. Помните, что каждая бутылка, которую мы перерабатываем, делает нас на шаг ближе к более экологичному миру. Совершенно верно.
Давайте сделаем переработку отходов привычкой и побудим других делать то же самое. Вместе мы сможем добиться позитивных изменений. Хорошо сказано. Давайте подадим пример и создадим более экологичное будущее для будущих поколений. Вдохновляйтесь. Спасибо. Ваш энтузиазм заразителен. Не теряйте вдохновения и давайте продолжим менять мир к лучшему. Урок 16. Изучение рая для любителей природы. Привет, Анна. Я слышала об этом удивительном раю для любителей природы. Звучит замечательно. Как нам туда добраться? Привет, Джон. Изучение рая для любителей природы действительно звучит увлекательно. Мы можем рассмотреть несколько вариантов, как туда добраться. Отлично. Какие варианты транспортировки доступны нам? Что ж, в зависимости от местоположения, мы можем поехать туда, если туда можно добраться по дороге. Кроме того, мы можем проверить, есть ли поблизости аэропорты или вокзалы. Понимаю. Таким образом, мы можем отправиться в путешествие на автомобиле или выбрать воздушное или железнодорожное путешествие, чтобы добраться до природного рая. Именно так. Если мы выберем машину, мы сможем насладиться живописным маршрутом и сделать остановки по пути. Звучит как фантастическая идея. Мы могли бы исследовать другие природные достопримечательности во время нашего путешествия. Совершенно верно. Если мы решим полететь, мы можем найти авиабилеты в ближайший аэропорт, а затем организовать трансфер оттуда. В этом есть смысл. Важно заранее спланировать транспортировку, чтобы ваше путешествие прошло гладко. Определенно. Кроме того, мы также можем рассмотреть варианты экскурсий с гидом или общественного транспорта в этом районе. Это хорошие замечания. Экскурсии с гидом могут дать ценную информацию и обогатить наш опыт. Да, они могут предоставить информацию о местной флоре, фауне и других интересных аспектах природного рая. Звучит увлекательно. Было бы здорово узнать больше о чудесах природы, с которыми мы сталкиваемся. Совершенно верно. Еще одна вещь, о которой следует помнить, это проверить, нужны ли какие-либо разрешения или вступительные взносы для посещения природного рая. Хорошие замечания. Важно знать любые требования, чтобы избежать неприятностей в последнюю минуту. Определенно. Получив всю необходимую информацию, мы сможем спланировать маршрут и максимально использовать время в природном раю. Похоже на план. Заблаговременное исследование и планирование помогут нам получить незабываемые и приятные впечатления. Совершенно верно. Давайте возьмем с собой соответствующее снаряжение, например, удобную обувь, солнцезащитный крем и средства от насекомых, чтобы в полной мере насладиться отдыхом в природном раю. Это отличное напоминание. Подготовив все необходимое, вы обеспечите себе комфортное и безопасное путешествие. Определенно. Итак, давайте начнем исследовать природный рай, наметим маршрут и приготовимся к невероятному путешествию. Я в восторге. Давайте углубимся в детали и воплотим это приключение на природе в реальность. Мне не терпится исследовать окрестности. Я тоже. Приготовьтесь к погружению в самое сердце красоты природы. Это будет потрясающе.
Спасибо. Ваш энтузиазм заразителен. Давайте отправимся в это приключение и создадим незабываемые воспоминания. Урок 17. Очаровательный Рим. Привет, Анна. Я собираюсь в отпуск в Рим. Не могу дождаться знакомства с этим историческим городом. Есть предложение. Привет, Джон. Рим действительно очаровывает. Тебя ждет настоящее удовольствие. Во-первых, обязательно посетите знаменитый Колизей. Звучит потрясающе. Колизей – достопримечательность, которую обязательно нужно посетить. Что еще мне следует добавить в свой маршрут? Не пропустите Ватикан. Базилика Святого Петра и Сикстинская капелла впечатляют. Совершенно верно. Ватикан богат искусством и историей. Я обязательно посещу эти знаменитые места. Отлично! Кроме того, исследуйте живописные улицы Трастевери. Он известен своей очаровательной атмосферой и вкусной едой. Звучит восхитительно. Мне не терпится побродить по Трастевери и отведать блюда местной кухни. Вы также должны бросить монету в фонтан Треви. Легенда гласит, что это гарантирует ваше возвращение в Рим. Это забавная традиция. Я загадаю желание и брошу монету в фонтан Треви на удачу. Отлично! И не забудьте посетить Пантеон, замечательное сооружение с великолепным куполом. Пантеон в моем списке. Его архитектурная красота – это то, что я не хочу пропустить. Еще одна рекомендация – посетить Римский форум, где вы сможете погрузиться в историю Древнего Рима. Это очень интересно. Я найду время, чтобы осмотреть Римский форум и узнать о его историческом значении. Наконец, побалуйте себя настоящим итальянским джелато во время прогулки по городу. Это восхитительное лакомство. Совершенно верно. Джелато обязательно нужно есть в Риме. Во время моего визита я обязательно попробую разные вкусы. Звучит замечательно. Рим предлагает идеальное сочетание истории, культуры и кулинарных шедевров. В самом деле, я благодарна за ваши рекомендации. Я с нетерпением жду возможности окунуться в волшебство Рима. Мне очень приятно. Наслаждайтесь отдыхом и создавайте прекрасные воспоминания в вечном городе. Спасибо. Я с пользой проведу время в Риме и погружусь в его чарующее очарование. Урок 18. Изучение окрестностей. Привет, Анна. Мне интересно это новое место. Как далеко отсюда? Привет, Джон. Всегда интересно исследовать новые места. Отсюда примерно 5 минут ходьбы. Отлично. В нескольких минутах ходьбы удобно посетить окрестности и узнать, что может предложить этот район. Совершенно верно. Изучение окрестностей позволяет нам открыть для себя скрытые жемчужины и местные достопримечательности. Звучит интригующе. Есть ли конкретные места, которые вы рекомендуете посетить? Определенно. Прямо за углом есть очаровательное кафе, где подают вкусную выпечку и фирменный кофе.
Похоже, это идеальное место, чтобы расслабиться и насладиться угощениями. Я обязательно зайду в кафе. Отличный выбор. Еще одно место, о котором стоит упомянуть, это местный парк с красивыми пешеходными тропами и безмятежным озером. Звучит замечательно. Мне нравится проводить время на природе, поэтому парк мне обязательно нужно будет посетить. Рада это слышать. Природа способна освежать наши умы и омолаживать дух. Совершенно верно. В нашей насыщенной жизни важно делать перерывы и общаться с природой. Не могу не согласиться с этим. Помимо этих мест, поблизости есть несколько бутиков и художественных галерей. Это просто фантастика. Посещение местных магазинов и галерей даст мне возможность оценить творческий потенциал сообщества. Определенно. Поддержка местных предприятий и художников – отличный способ внести свой вклад в оживление района. Не могу не согласиться с этим. Важно развивать чувство общности и ценить местные таланты. Совершенно верно. А если вы интересуетесь историей, всего в нескольких кварталах от отеля есть небольшой музей, демонстрирующий наследие этого района. Это очень интересно. Мне нравится изучать прошлое и понимать корни того или иного места. Я тоже обязательно поеду в музей. Отличный план. Музеи дают ценную информацию о культуре и истории региона. Теперь я с нетерпением жду возможности осмотреть окрестности. Кажется, здесь есть на что посмотреть и что испытать. Рада это слышать. Не забывайте не торопиться, погружаться в окружающую среду и наслаждаться каждым моментом. Спасибо. Ваши рекомендации вызвали у меня любопытство, и мне не терпится отправиться в путешествие по окрестностям. Добро пожаловать! Приятного вам исследования, и я уверен, что по пути вы откроете для себя кое-что удивительное. Я ценю ваш энтузиазм. Я обязательно поделюсь с вами своим опытом. Пусть приключение начнется. Не могу дождаться, когда услышу все об этом. Безопасных путешествий и фантастического времяпрепровождения, исследуя окрестности. Счастливых открытий! Спасибо. Я буду держать вас в курсе событий. А пока берегите себя и скоро увидимся. Урок 19. Предварительное бронирование. Привет, Анна. Я подумываю отправиться в путешествие. Лучше бронировать заранее. Привет, Джон. Да, всегда полезно бронировать столик заранее. Доступно множество доступных вариантов. В этом есть смысл. Заблаговременное бронирование гарантирует, что у нас будет больше вариантов выбора и лучшие предложения. Совершенно верно. Это также дает нам душевное спокойствие, зная, что о наших номерах и других условиях позаботились. Я согласен. Это избавляет нас от стресса, связанного с планированием в последнюю минуту, и позволяет нам сосредоточиться на получении удовольствия от поездки. Определенно. Заблаговременное бронирование также помогает нам избежать разочарования, если места, которые мы хотим посетить, будут полностью забронированы. Отличное замечание. Особенно важно заранее зарезервировать билеты или забронировать их,
особенно если вы посещаете популярные достопримечательности или мероприятия. Да, в некоторых местах количество мест ограничено, поэтому лучше планировать заранее, чтобы не упустить желаемые впечатления. Понимаю. Бронируя заранее, мы можем обеспечить более комфортное и организованное путешествие. Именно так. Это относится не только к проживанию, но и к мероприятиям, турам и даже транспорту. Это правда. Полезно планировать и бронировать все заранее, чтобы максимально использовать наше время и ресурсы. Кроме того, предварительное бронирование позволяет нам сравнивать цены и находить лучшие предложения или скидки. Это большое преимущество. Мы можем уделить время исследованию и выбору наиболее экономичных вариантов. Да, всегда приятно находить доступные варианты, соответствующие нашему бюджету без ущерба для качества. Совершенно верно. Заблаговременное бронирование дает нам возможность проявлять инициативу и принимать взвешенные решения. Это также позволяет нам при необходимости вносить любые необходимые корректировки или изменения в наши планы. Это хорошие замечания. Гибкость очень важна, а предварительное бронирование позволяет нам более гибко вносить изменения. Определенно. Поэтому, независимо от того, идет ли речь о проживании, развлечениях или транспорте, лучше заранее планировать и бронировать билеты. Я полностью согласен. Лучше быть готовым и иметь все на месте, прежде чем отправиться в путешествие. Совершенно верно. Заблаговременное бронирование закладывает основу для комфортного и приятного путешествия. Благодарим вас за то, что вы подчеркиваете важность предварительного бронирования. Я позабочусь о том, чтобы заранее спланировать и обеспечить бронирование. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Приятного путешествия и фантастического времяпрепровождения, исследуя новые места. Я ценю ваше руководство. Я приму все необходимые меры и с нетерпением жду незабываемого путешествия.